Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду делать украшения, применив вот такие кожаные шнурки. Ну, у меня, как видите, два разных кожаных шнурка, но они не то, что там по цвету отличаются, а по диаметру. Сначала я покупала 2,5 мм, и что-то мне показалось, что он толстоват. И потом я выписала 2 мм, этот вот. Он пришел немножко темнее, ну, одна и та же позиция, но это не страшно, так как я буду делать вот из этого украшения, из тоненького. Этот мне потом пригодится, конечно, в другом украшении. И у меня есть вот такие бусинки. Это керамические бусинки. Посмотрите, какой цвет красивый, приятный. Такой синий, я не помню, 10 миллиметров, по-моему, бусинки. Вот такие красивые синенькие бусинки. И такие крапинки коричневого цвета. Здесь я буду на шнурок надевать эти бусинки. Ну и мне вообще не пригодится здесь никакие силиконовые заглушки. И закрывать я отверстия не буду по краям. Это будет такое этническое, наверное, украшение. Ну и мне понадобятся разделители. Сначала я хотела сделать вот с такими разделителями коннекторы. Я покупала, помните, да, показывала. И здесь очень хорошо проходит шнурок именно 2 мм. Сейчас я покажу. Немного надо. Когда отрезаешь, он расплющивается. Надо, чтобы он был круглый. И хорошо проходит в отверстие. И не двигается. 2,5 мм здесь уже не пройдет. Но потом я, поискав у себя, можно, конечно, это поставить, и неплохо будет смотреться, я думаю, если золотые будут. Ну и что тут такого? Наоборот, что-то будет интересное. Я все равно постараюсь что-то сделать с этими коннекторами. И шнурок я еще жду, потому что много нужно рядов. Не знаю, сколько уйдет метров сюда на это украшение. А здесь, по-моему, 10 метров. Я оставлю ссылочку. Именно такой цвет. Это не крашеный шнурок. А покупала я такой синего цвета. Ну, он, наверное, покрыт какой-то краской. Сейчас я вам покажу. И запах до сих пор никак не выветривается. Вот такой цвет. И очень сильно воняет. А это кожа натуральная и цвет не крашеный. Такой натуральный. И не воняет. Если он и вонял, уже все выветрилось. Запаха нет. Только присутствует запах кожи. Но он со временем тоже выветривается. И я нашла вот такие у себя коннекторы. Это я покупала в Дом бусин. Надо будет еще заказать и купить, так как вот у меня всего 3 таких коннектора. Я, по-моему, куда-то уже применяла этот коннектор. Один у меня был. А так 4, по-моему, в наборе. И здесь такие, как веточка, по-моему, нарисованы. Листики. Ну да, веточка изображения. Вот так вверх, наверное, я буду делать, скорее всего. Хотя они... А нет, имеют значение рисунок. Веточки, листики наверх вот так смотрят. И здесь много отверстий. Как вы видите, 7 отверстий. То, что мне нужно. И посерединке будет у меня бусинки проходить. Вот видите, хорошо становится, именно не становится, а проходит. Шнурок 2 мм. Я отмеряю сейчас, сколько мне нужно. Ну, примерно, наверное, 45 сантиметров. И так как будут вот так рядами идти шнурки, можно отрезать неровные отрезки, немного увеличивая к низу. Можно одинаковую вырезать, а там уже, когда здесь колпачок будем ставить, можно уже откорректировать и подрезать. И нарезала я 7 шнурков, 7 отрезков, так как у меня здесь 7 отверстий. Ну и самый короткий я немного разные размеры делала. И теперь не надо рисунком, и как я хотела, вот так наверх листики, чтобы смотрели наверх. Были бы 4, может быть, было бы и лучше. Но здесь я уже буду их размещать так, как вот хочется больше, например, или меньше. Впереди бусины. И
сейчас я буду вот это вставлять, набирать и покажу вам. Что я не сделала, это надо было заранее выпрямить шнурок. Так как он в рулончике лежал закрученный, так и остался. Надо было мне выпрямить и положить как-нибудь под грузик. Закручивается концы. Ну, я думаю, когда это все уже в готовом виде будет, и поставим колпачки, может быть, этого и не будет видно так. 3 ряда я вставила уже, а теперь я буду уже бусинки набирать. И сколько я сейчас сама не знаю. Наберу и посмотрю. Вот здесь. Сейчас я наберу. И вот примерно я набрала. Сейчас я продеваю шнурок уже в серединку, в среднее отверстие. И буду смотреть теперь. С этой стороны наберу столько же, потом примерю на себя и посмотрю, подойдет мне такая длина или нет. И вот так у меня получилось. Не очень мне это нравится, так как шнур закручивается и не лежит так, как я хотела, как я и думала, что у меня получится. Видно вам, да? Так неплохо все выглядит. Но надо еще зафиксировать здесь. А шнур двигается в этих коннекторах. А надо, чтобы он лежал равномерно. Тогда и будет все лежать ровно. Ну, задумка неплохая. Сейчас я попробую переделать на вот эти коннекторы все. Поставлю, попробую их, так как у них проходит отверстие в отверстие шнур и не двигается. Сейчас переделаю. И вот так у меня получилось, посмотрите. Я решила и нижний шнурочек набрать бусинки. Так, мне кажется, погуще и лучше смотрится. Так было просто один ряд, как-то они маленькие бусинки. Если бы они были крупные, может быть, оно и смотрелось бы. А так как-то было слишком куца, я думаю. Ну, а теперь в 2 ряда посмотрите, как смотрится здорово. Вот теперь хорошо все лежит, так как в эти отверстия двигается с трудом и фиксируется хорошо. И не двигается эта конструкция, так как все-таки здесь оно двигалось и не держалось это все, сдвигалось в разные стороны. Поэтому у меня не ложилось ничего. Можно и шнурок подобрать, другого цвета купить, какой нужен. Но мне нравится синий с коричневым, так как здесь тоже много вкраплений таких. Хорошо подходит. Ну и я подумала, как вы видите, уже заплела косичку. Если вот так сделать, ну, можно так оставить, но тоже как-то не очень, мне кажется. А если вот так заплести косичку, я думаю, неплохо будет смотреться и так неплохо. Сейчас я вот так сделаю. Вот так заплету. Ну и теперь надо это все зафиксировать, ну, примерно вот так. И теперь нужно надеть колпачок. Я завязала ниточкой. Вот так связала. Сейчас я это обрежу и залью клеем. Теперь вот эти все, чтобы они склеились между собой, залью клеем. У меня хороший клей, прочный. Вот такой я покупаю. Если вам интересно, в строительном магазине в Леруа Мерлен есть. И посмотрите, как у меня получилось. Я отказалась от бронзового цвета, так как приложила медь, и мне больше понравилось. Решила я медные колпачки поставить вот такие, без всяких рисунков, так как другие мне не подошли. Вот эти я прикладывала бронзовые, они слишком крупные. Ну и другие тоже. Все у меня были крупные, а у меня есть вот такие разные. Я когда-то покупала микс, и очень удобно. И медные, и бронзовые, и разных размеров я покупала, так что у меня нашлись по размеру. И чем я это все заклеила? Я взяла пистолет, разогрела клей и склеила. Сначала, конечно, я клеила клеем, как я показала, все шнуры завязала и склеила. Но это долго ждать, там он высохнет. И я обмотала пином медного цвета и заклеила пистолетом и посадила шапочку. И так, мне кажется, будет намного и проще, и быстрее оно застыло, чем будет клеиться клеем.
И теперь я сделаю петельку и поставлю карабинчик. И украшение готово. Посмотрите, как получилось интересно. На мой взгляд, я подвесочку вот такую сделала. Но мне прям муху напоминает, и все. Хотя это цветок лотоса. Красивый. У меня пины пришли, но они такие темные, медного цвета получила. Длинные, самые выбирала. Посмотрите, какого цвета пришли. Поэтому смотрится здесь как черные. Здесь у меня все медного цвета, и пины прям смотрятся темные. Ну, ничего страшного. Это украшение я оставлю себе, наверное. Такое получилось. Это первый раз я делала. И мне понравилось. Очень даже ничего. Смотрится так оригинально. Если кто-то носит стиль бохо и любит, пожалуйста, можно сделать. Я думаю, неплохой вариант. Именно для бусин с большим отверстием. Я буду еще делать украшения со шнурком, так как у меня много бусин, и я еще получить должна, и шнурок должна получить еще. Такой же заказывала. Поэтому будем делать еще украшения из бусин. Ну, я жду от вас комментарии. Напишите свое мнение, понравилось вам такое украшение. Если понравилось, поставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока.